Большинство электромобилей намного дороже, чем аналогичные бензиновые и дизельные автомобили. Но сейчас их довольно много на рынке подержанных авто. И компактные городские электромобили можно приобрести на вторичном рынке за приемлемую цену. Прошли те времена, когда электромобили теряли почти всю свою стоимость, как только вы их покупали. Теперь эта участь постигает бензиновые и дизельные автомобили, а в некоторых случаях вы можете получить больше за электрическую модель на рынке подержанных авто. Одна из причин, по которой вы больше не можете приобрести подержанный электромобиль по выгодной цене, заключается в том, что технология аккумуляторов намного лучше, чем 10 лет назад. Запас хода значительно увеличился, и батарея не выходит из строя так быстро. Хотя вы должны иметь в виду, что у подержанных электромобилей, вероятно, будет немного меньше времени автономной работы, чем у совершенно новых. Тем не менее, подержанный электромобиль по-прежнему может быть разумной покупкой. Вам не нужно будет оплачивать дорожный налог или налог на растаможку авто, если вы его купили где-нибудь за границей, а расходы на подзарядку составят копейки по сравнению со стоимостью бензина и дизеля. Электромобиль с гораздо меньшим количеством движущихся частей, чем двигатель ДВС, теоретически должен быть более надежным и простым в обслуживании. Кроме того, вождение более плавное и тихое. Возможно резкое ускорение, а главное, вы не будете выделять углекислый газ. В представленном списке собраны лучшие варианты для покупки подержанного электромобиля. 10 место Kia Soul. Предыдущий Kia Soul был достаточно дорогим, когда был новым, но на рынке подержанных автомобилей он стоит довольно дешево. Конечно, багажник не самый большой и дизайн на любителя, зато он очень просторен и хорошо оборудован. Его заявленный запас хода при выпуске составлял около 210 км, но сейчас от него стоит ожидать не более 160 км. Быстрая зарядка до 80% емкости аккумулятора займет всего полчаса, время разгона до 100 км за 10,8 секунд. 7-летняя гарантия Kia на 160 тысяч километров означает, что на большинство электромобилей Soul по-прежнему распространяется гарантия в случае возникновения неисправности. 9 место Tesla Model X. Модель X от Tesla была первым внедорожником компании, и она безусловно привлекла внимание своей причудливой яйцевидной формой, глухой передней частью и открывающимися вверх задними дверями с соком. Он не похож ни на что другое на дороге. Самые мощные модели – это одни из самых быстрых автомобилей, которые вы можете купить. Вы также можете рассчитывать на расстояние от 320 до 400 км между зарядками. Почти все функции автомобиля управляются огромным центральным сенсорным экраном, а панорамное лобовое стекло тоже впечатляет. Несмотря на все эти плюсы, модель X по-прежнему остается дорогим подержанным автомобилем. Вам нужно будет потратить около 55 тысяч евро, чтобы припарковать эту машину в своем гараже. 8 место BMW i3. BMW i3 продается уже почти 8 лет, и он по-прежнему выглядит так же свежо и футуристично, как в день выпуска. Внутри также интересно, благодаря широкой приборной панели, едва прерываемой экраном информационно-развлекательной системы и цифровыми циферблатами. Раньше у автомобилей был довольно маленький экран, но салон невероятно светлый и просторный, благодаря высокой крыше и высоким окнам. Вы можете ожидать, что на деле он будет более практичным, чем кажется на первый взгляд. А из-за деградации аккумулятора вы получите уже не средние 300 км запаса хода, как в новых моделях, а порядка 200 км хода на одном заряде. Эти недостатки не мешают i3 быть очень популярным автомобилем. 7 место Tesla Model S. Когда была запущена Tesla Model S, электромобили были в зачаточном состоянии, и ни один из них не был быстрым, модным или способным путешествовать далеко. Это была не первая модель Tesla, но она была первой, кто показал, что электромобили могут быть реальной альтернативой роскошным бензиновым и дизельным автомобилям.
В результате Model S по сей день очень востребована, и цена на данный экземпляр не спешит падать. Tesla обновляет все свои автомобили по беспроводной сети, поэтому даже ранние модели могут быть оснащены новейшими технологиями, а вы легко сможете проехать 320 км без подзарядки. Шестое место – Jaguar I-Pace. Jaguar I-Pace демонстрирует, что управление автомобилем может доставлять удовольствие, даже если вместо двигателя ДВС под капотом находится электродвигатель. Он один из самых быстрых в своем классе. Покупатели могут купить поддержанный I-Pace намного ниже первоначальной стоимости. Поэтому вы можете наслаждаться его хорошо оборудованным интерьером, футуристическим стилем и массивными колесами за очень хорошую цену. По официальным оценкам вы можете проехать около 500 км на полной зарядке, а возможность подзарядки до 100 кВт означает, что 80% емкости аккумулятора можно пополнить за время, необходимое для того, чтобы выпить кофе. Пятое место – Kia e-Niro. Kia e-Niro – наш любимый основной электромобиль, и кажется, что потенциальным покупателям он тоже нравится. Kia раскупили довольно быстро. Это означает, что на рынке пока не так много поддержанных электрических Niros. Но поиск одного может сэкономить вам деньги, и вы получите стоящий вариант. Это еще один электромобиль, который поддерживает идею о том, что электромобили не должны выделяться на фоне других авто. Его выдают только решетка радиатора и синие блики. Как ни странно, полностью электрический e-Niro более практичен, чем гибридные модели, поэтому внутри большой багажник и много места. Ездит намного лучше, чем гибрид, а эксплуатационные расходы еще ниже. Указанный от производителя запас хода составляет порядка 485 км. С учетом, что автомобиль уже не первой свежести, стоит ожидать от него запас хода порядка 320 км. Четвертое место – Volkswagen e-Golf. Если вам нужен электромобиль, который практически не отличается от бензинового или дизельного топлива, Volkswagen e-Golf – отличный выбор. Помимо легкосплавных дисков для конкретной модели, S-образных дневных ходовых огней и пары синих декоративных накладок, e-Golf выглядит почти так же, как и любой другой Golf. А внутри очень мало того, что может сказать о электрической трансмиссии. Багажник точно такого же размера, как бензиновые и дизельные модели, а ускорение примерно такое же. На самом деле, возможно, единственная разница в том, что вам нужно подключать его каждые 200 км или около того. Электрические гольфы на вторичном рынке немного дороже обычных, но эксплуатационные расходы минимальны, и Volkswagen компенсирует высокую цену, включив в электромобиль множество технологий. Третье место – Hyundai Ioniq. Помимо серой решетки радиатора, Hyundai Ioniq Electric выглядит вполне нормально, особенно по сравнению с такими автомобилями, как BMW i3 и оригинальный Nissan Leaf. Поскольку внутренняя часть выглядит очень похоже на любой другой Hyundai, Ioniq может быть идеальным выбором, если вы беспокоитесь о том, что электромобиль кажется вам слишком незнакомым. Немногие электромобили в настоящее время предлагают отличительный дизайн, и Ioniq не является исключением. Но еще он подарит вам комфорт и изысканность, а также лучшую управляемость, чем Ioniq Hybrid. Более новые поддержанные экземпляры должны выдерживать около 240 км без подзарядки. Этого достаточно для большинства людей в еженедельных поездках на работу. Второе место – Renault Zoe. С появлением в продаже Honda E, Mini Electric и Peugeot E208 у Renault Zoe больше конкурентов, чем раньше. Но эти автомобили только догоняют широко продаваемые электромобили Renault. Zoe был обновлен в 2019 году с новым лицом и больше батареи. Но если для вас это не принципиально, есть много поддержанных Zoe по весьма низкой цене. Более поздние модели поставлялись с возможностью быстрой зарядки и более мощным аккумулятором, чем предыдущие. Поэтому вы сможете проехать около 240 км без подзарядки.
мы бы рекомендовали вам поохотиться на более новую Zoe, если получится, так как они намного быстрее и лучше оснащены. Первое место – Nissan Leaf. Nissan Leaf второго поколения поступил в продажу в начале 2018 года. И теперь вы можете купить один из этих ранних экземпляров по цене Nissan Micra среднего класса. Этот Leaf предлагал лучший на тот момент запас хода – порядка 270 км. И на автомобиль этого возраста по-прежнему должна распространяться щедрая 8-летняя гарантия Nissan на аккумулятор, а именно пробег в 160 тысяч километров. Nissan придал новому автомобилю более традиционный стиль, а внешний вид, интерьер стали более современными. В нем задействовано много технологий, даже у моделей начального уровня есть спутниковая навигация, камера заднего вида и круиз-контроль, а разгон до 100 км занимает 7,9 секунды. На этом все, спасибо, что были с нами. Если вам понравился обзор, рекомендую подписаться на канал или высказать свое мнение в комментариях. Yeah.